Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. Ребята, за тихими стенами репетиционного зала, вдали от света большой сцены и постоянного блеска камер, один момент казался слишком реальным, чтобы быть простым совпадением. Под тихую музыку, когда тело двигались в ритме, дыхание сливалось с битом, все внезапно остановилось, когда Чон Чингук без колебаний обнял Ким Тэхёна. Это было необычное объятие коллег или старых друзей, это было объятие, наполненное эмоциями, что-то неподдельное, что-то слишком глубокое, чтобы полностью скрыть. То, как Чингук наклонился, словно найдя себе место на плече Тэхёна, создало тишину, которая говорила громче любой музыки. С другой стороны, произошло изменение, которое нельзя было игнорировать. Ким Тэхён, всегда известный своей теплотой и смелостью, когда смотрел в камеру, вдруг стал выглядеть по-другому. В каждом его движении появилась пауза, невиданная ранее осторожность. Он избегал объектива не потому, что потерял свое обаяние, а потому, что понимал, теперь каждое выражение лица имеет последствия. Словно невидимый барьер окружал его, ограничивая его возможности раскрыть свою истинную сущность. В его молчании висели тысячи вопросов: простое ли это совпадение, или за кулисами происходит нечто большее. И посреди всего этого Чингук оставался рядом, близко, постоянно, словно гравитация, неустанно притягивающая Тэхёна к себе. Когда публика наконец начала видеть фрагменты их взаимодействия в более безопасных местах, например, на репетициях Суим, атмосфера в фандоме резко изменилась. То, что раньше было лишь шепотом, начало обретать более конкретную форму. В эти моменты не было сценария, не было указаний камеры, не было давления быть кем-то другим, кроме самих себя. И именно там все казалось наиболее искренним. Они двигались, как два неразлучных магнита, каждый шаг, каждый взгляд, каждое прикосновение, казалось, имели более глубокий смысл, чем просто хореография. Близость не была натянутой, все происходило естественно, словно в языке, понятном только им двоим. Многих поразила не только интенсивность, но и постоянство. Это был не единичный случай, который просто исчез, это повторяющийся паттерн, который длился годами. То, как Чингук обнимал Тэхёна сбоку, как он без колебаний прижимался к нему, словно окружающий мир больше не имел значения, все это говорило о редком чувстве безопасности. В мире, полном давления и ожиданий, найти человека, который мог бы стать убежищем, бесценно. И во многих моментах Тэхён казался таким человеком для Чингука, не просто другом, а местом, где он мог быть самим собой, не боясь осуждения. Но история не ограничилась репетицией. Когда появились кадры возвращения Чингука, внимание сразу же сосредоточилось на мелких деталях, которые могли быть упущены на первый взгляд. Он прибыл с Ким Намджуном в гораздо более спокойной атмосфере, чем обычно. Не было никакой чрезмерной помпезности, никакого пристального внимания СМИ к каждому его шагу. Но именно в этой простоте был один момент, который привлек всеобщее внимание, было упомянуто имя Тэхёна. Журналист дважды упомянул его, и дважды Чингук ответил легким кивком. Простой, почти незаметный жест, но наполненный смыслом, который трудно было игнорировать. Это был не просто вежливый ответ, это была спонтанная реакция, эмоциональный рефлекс, который не успел просочиться. Этот кивок казался маленьким окном в нечто большее, как будто он показывал, что под всей суетой, всеми поездками, всем стрессом было одно имя, которое оставалось у него в голове. И для многих, кто внимательно следил за происходящим, этот момент стал символом того, что их отношения зависели не от того, что представлялось публике, а от того, что они действительно чувствовали друг к другу. Что даже в формальных ситуациях эти эмоции все равно находили способ проявиться, пусть даже в виде такого маленького жеста, как кивок. Но когда настала очередь Тэхёна возвращаться, атмосфера резко изменилась. Не было ни торжественного приветствия, ни широкого освещения в крупных СМИ, только тишина, которая казалась слишком тихой. Он шел быстро, почти торопливо, не давая камерам возможности запечатлеть его выражение лица.
Даже информация о его прибытии была обнародована лишь спустя несколько часов, создавая впечатление, что что-то намеренно скрывается, что-то, чего публика не хотела знать сразу. Это несоответствие породило предположение, было ли это просто совпадением или частью более масштабной стратегии по контролю над тем, что можно и нельзя видеть. В мире социальных сетей ситуация становится все более сложной. Появляются новые нарративы, некоторые из которых пытаются отвлечь внимание необоснованными теориями. Один лайк может стать темой долгих дебатов, в то время как реальные моменты, разворачивающиеся перед нашими глазами, остаются незамеченными. И все же, если присмотреться, то самое главное – это прямое взаимодействие, прикосновение, взгляд, присутствие, которое невозможно подделать. Чингуку и Тэхёну не нужно ничего доказывать своими постами, потому что в каждой их встрече есть что-то достаточно ясное для тех, кто готов посмотреть. Напряжение усилилось, когда имя Бан Си-хёка стало связываться с различными сообщениями, привлекшими внимание общественности. Обвинения в финансовых махинациях и предоставление ложной информации открыли новые перспективы в понимании того, как работает индустрия. Для некоторых это касалось не только цифр или законов, речь шла о том, как решения на самом высоком уровне могут напрямую влиять на жизнь и свободу артистов. И в этом контексте многие начинают задаваться вопросом, может ли быть что-то еще скрытое, о чем мы не знаем. Среди всех спекуляций и теорий одно остается неизменным – то, как они смотрят друг на друга. На многочисленных видеозаписях, особенно снятых в высоком качестве, ясно видно, как взгляд Чингука находит Тэхёна в толпе. Этот взгляд не просто привычка, в нем есть глубина, смесь восхищения, тепла и чего-то трудноописываемого. Как будто в эту секунду мир вокруг них исчезает, оставляя только их двоих в пространстве, которого никто другой не может коснуться. И что делает это еще более сильным, так это то, что эта интенсивность никогда по-настоящему не угасает, даже после более чем 10 лет совместной работы в BTS. Если бы это было просто временное явление, оно бы прошло. Но все наоборот, с каждым годом, с каждым мгновением, с каждым взаимодействием кажется, что они становятся глубже, реальнее. Их взгляды превращаются в собственный язык, не нуждающийся в переводе, потому что его смысл ощущается даже теми, кто наблюдает издалека. Время течет по-другому, когда они на одной волне, секунды словно замедляются, разговор протекает легко и непринужденно, и даже паузы кажутся значимыми. Многие не понимают, что сильная связь не всегда демонстрируется громкими словами или драматическими жестами, она часто скрыта в мелочах, в том, как кто-то ждет, как кто-то замечает детали, которые другие даже не замечают. В этом контексте их взаимодействие служит доказательством того, что истинная близость не нуждается в сцене, чтобы быть замеченной. С течением времени публика начинает понимать, что то, что было замечено до сих пор, может быть лишь небольшой частью всей истории. Каждый запечатленный момент кажется фрагментом гораздо более масштабного повествования, истории, которая медленно выстраивалась слой за слоем, так и не раскрываясь полностью. Именно поэтому любопытство продолжает расти, ведь то, что не видно, часто оказывается сильнее того, что открыто демонстрируется. Во многих случаях кажется, что у этих двоих есть уникальный способ общения, безмолвный язык, который понимают только они. Короткий взгляд может заменить длинное предложение, легкая улыбка может передать сложные чувства, а близость часто дает ощущение комфорта, не требующее объяснений. Такие вещи трудно подделать, они возникают из глубины проверенных временем отношений и общего опыта. Многие начинают задаваться вопросом, почему такие моменты редко получают должное внимание. Считаются ли они слишком деликатными или существует определенная граница, которую не следует переступать? Эти вопросы продолжают звучать на различных дискуссионных форумах, порождая множество порой противоречивых интерпретаций. Но среди всего этого остается неизменным одно – реальность, видимую тем, кто внимательно наблюдает, трудно игнорировать. В быстро меняющемся мире информации способность считывать детали становится все более важной. Не все передается напрямую, зачастую самые искренние послания скрыты в мелких, легко упускаемых из виду деталях. В этом контексте взаимодействие между Чингуком и Тэхёном становится примером того, как эмоции могут передаваться без слов.
В конце концов, возможно, все сводится к самой простой, но самой честной истине: глаза никогда не лгут. В мире, полном сценариев, стратегий и контроля над имиджем, есть одна вещь, которая остается неуловимой — спонтанные эмоции.